Всем привет! Первые мысли вслух, которые я хотел бы с вами поделиться, я бы назвал бы о позитиве. Вчера мы приезжали в банк и знакомились с новым менеджером, который нас теперь будет обслуживать. Прекрасная такая, приятная молодая девочка, ее зовут Ирина. Она, похоже, подготовилась, выяснила, что там какие-то у нас общие знакомые. Она говорит, я с вами хотела познакомиться, потому что все говорят, что вы там типа самый позитивный человек в нашем городе. Конечно, преувеличивают, конечно, приятно, но вдруг зашел разговор. Я говорю, а как сделать так, чтобы быть позитивным? И оказывается, выясняется, что у любого события, абсолютно любого, как у радостного, но что самое важное, у грустного события, всегда есть две стороны. Есть сторона грустная, а есть сторона радостная. Если ты хочешь все время находиться в позитиве, задача заключается в том, чтобы в любом событии найти позитивную сторону. Ну, например, не дай бог, сломал ногу, казалось бы, ну что тут радостного, да? Грустно, неприятно, ты ограничен в движении. Вот ты сразу начинаешь думать, окей, сломал ногу, а мог, не дай бог, сломать позвоночник. Первая мысль, которая тебя должна как-то успокоить. Второе. Сломал ногу, значит, мне дали какой-то знак. Я что-то сделал не так. Дай-ка я подумаю. И начинаешь анализировать, где ты что когда-то сделал не так. И вот два пока простых первых, что приходит на ум. Но в любом действии всегда 100%, по моему относительно небольшому, но достаточно обширному жизненному опыту, могу сказать, что в любой ситуации можно находить вот эту позитивную сторону. И как только ты находишь, ты как вот за шест, когда ты из болота вот должен вытащить, ты за него цепляешься мысленно и начинаешь вытаскивать себя из этой ямы какого-то негатива и видеть только положительные стороны. И тогда получается, что бы с тобой ни происходило, ты все время находишься в позитиве. Почему? Потому что ты смотришь и в жизни видишь только положительные стороны. Конечно, нельзя говорить, что отрицательные стороны мы не видим, не должны видеть. Конечно, мы должны на них смотреть и обращать внимание, но вопрос, что будет являться как бы твоим указателем, тем туннелем, который формирует твою жизнь, ты должен выбрать. Ты все время недоволен. У меня, кстати, был один товарищ, он был директором крупного универмага у нас. И он все время бурчал. Все, он был недоволен, все у него не так. Я говорю, Валер, ну чего ты такой бурчага? Тебе всего 40 лет. Он говорит, ты знаешь, говорит, Аркаша, мне когда было 20, я уже был дедом, я бубнил. Поэтому вам нужно просто определиться, в какой вы армии. В армии недовольных, в которых у людей, которых радости не видят, либо в армии тех людей, которые, что бы ни происходило, всегда находят какую-то положительную составляющую. Ну и тогда, соответственно, ваша вся жизнь будет либо серым, мрачным цветом грусти окрашена, либо на вашем пути яркие фонари, цветы, салюты, фейерверки, независимо от того, где ты находишься, что с тобой происходит, какое время года. Поэтому, как показывает практика, все зависит от нас. Если это мы научились делать, мы счастливые. Если нет, то мы грустные. Но самое главное, главную мысль, которую хочу сейчас сказать, что это вообще не сложно. Просто надо чуть-чуть сесть и задуматься, и выйти из этой ямы негатива, трезво над этим подняться и сказать, так, давай-ка будем искать, что в этом есть положительного. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Ну что, давайте для начала этот первую мысль вслух, на ней мы остановимся. Если вдруг это кому-то в какой-то момент поможет, либо пригодится, я буду искренне рад. До новых встреч, пока.